Добрый день зрителям, подписчикам моего канала. Сегодня мы с вами поговорим о том, как правильно удобрять фиалки. Поговорим об основных правилах подкормки фиалочек. Значит, обычно под рукой держат три вида удобрений. Это фосфорные удобрения для пышного и обильного цветения. Это азотные удобрения для активного роста, для наращивания листвы. И комплексное удобрение, где соотношение азота, фосфора и калия практически равно. Это позволяет фиалочке равноценно развиваться и хорошо расти, не испытывая недостатка в необходимых микроэлементах. Значит, начнем с того, что первое и основное правило – это то, что полив с удобрением производится только на влажный грунт. Если вы польете фиалочку с удобрением на сухую землю, вы гарантированно обожжете корни растения. Поэтому, если вы решили фиалочку удобрить, то заранее, где-то за день, вы увлажняете немножечко фиалки и только потом вносите удобрение. Иначе вы погубите фиалочку и сожжете все корни. Следующий момент. Где-то в течение месяца после того, как вы пересадили фиалку, удобрять ее нежелательно. Не то, что нежелательно, а даже нельзя. Нужно дать ей время и возможность прийти в себя и заполнить корневой системой весь горшок. При пересадке в новом грунте удобрений достаточно для развития в течение этого времени. И если вы сразу начнете поливать удобрениями, то можете получить переизбыток, из-за которых можно сжечь корни. Поэтому дайте время фиалочке прийти в себя, освоиться в новом горшочке и только потом вносите удобрения. Далее добавлять удобрения нужно по чуть-чуть, совсем немного при каждом поливе, а не так, что вы поливаете редко и в больших дозах сразу вносите удобрения. Это неправильно. Лучше поливайте по чуть-чуть с каждым поливом, снижая концентрацию удобрения. Удобряя понемногу, вы регулируете рост корневой системы, и фиалка получает постепенно необходимое питание. Лучше ее не докормить. Это главный момент, это главное правило. А не так, что вы там 2 месяца или 3 ее не удобряли и решили сразу внести огромную концентрацию удобрения. Это неправильно, это только погубит фиалочку. Далее, удобрять в жару также фиалки нельзя, так как при высокой температуре у фиалок останавливается процесс усвоения питательных веществ, и фиалочка может погибнуть, так как удобрение не усваивается в почве, в субстрате, а просто разлагается. Даже когда вот стоит сильная жара, лучше оборвать цветоносы, чтобы не тянуть лишнюю силу с фиалочки. То есть даже об удобрении речи не идет. То есть удобрять ее вообще категорически в сильную жару ее нельзя. Зимой, если вы искусственно подсвечиваете фиалочки, то удобрять можно и нужно, если они у вас стоят на подсветке на стеллаже. Если нет освещения и они стоят у вас, например, на окне, а подоконники обычно холодные, температура ниже может быть 18-19 градусов, то фиалка, естественно, затормаживается в развитии, и удобрять ее просто нет необходимости. Деток фиалки я практически не удобряю. В субстрате есть все необходимые микроэлементы, пока фиалка не станет стартером. Вот, то есть, если она уже вот огромная детка, стартер, тогда только начинаю ее удобрять. Но если вы решили удобрять деток, то дозировку надо брать где-то 1 к 5. То есть вы значительно снижаете концентрацию, чем заявлено на упаковке. Значит, на стеллаже можно подкармливать фиалки раз в 2 недели, либо с каждым поливом, но тогда концентрацию, еще раз повторюсь, снижаем в 4 так точно.
То есть лучше взять концентрацию меньше. Я никогда не делаю концентрацию ту, что заявлено на упаковке. Я ее всегда снижаю значительно в несколько раз. Далее. Нельзя удобрять фиалочки, если они ослаблены, если они заболели, на них есть какие-то вредители. То есть вы сначала осматриваете фиалочку, вот, приводите ее в порядок, обрабатываете, а только потом начинаете ее удобрять. Потому что если больную фиалку начать удобрять, то вы просто ее погубите. То есть она ослаблена, и удобрение ей ни к чему. Далее удобряют под листики, стараясь не затронуть центр розетки. Если у вас большая, огромная коллекция, то более удобный способ внесения в поддон. То есть налили вы в поддон и оставляем где-то до получаса. Ком земли он пропитывается раствором, затем убираем горшки. Это корневая подкормка. Также существует подкормка через листву. Но тут нужно следить, чтобы не попадали лучи солнца, холодный воздух, сквозняк после обработки. Это главный момент. Плюс в такой подкормке в том, что отсутствует засоленность почвы. Поэтому подкормка через листву — это тоже отличный вариант. Значит, подкормку через листву мы проводим в пасмурную погоду, желательно, и даже ближе к вечеру. Вот, и оставляем фиалочку далее в комфортных условиях. Вот, и главное еще правило, когда вы подкармливаете через листву, то производим подкормку на чистые листья, чтобы не было пыли, вот, чтобы фиалочка желательно была чистой. Вот это основные условия и основные правила, когда мы удобряем фиалочки. Я использую такое вот обычное удобрение, их великое множество, но у меня это вот для фиалок, для глоксиний такое вот удобрение. Меня все устраивает. Подходит оно также для фитильного полива, что очень удобно. Вот, ну, я развожу концентрацию в несколько раз меньше. Вот, я ее уменьшаю и делаю меньшую дозу. Вот основные правила, как их подкармливать. В принципе, ничего сложного нет. Вот, пробуйте, экспериментируйте, у вас все обязательно получится. На этом, друзья, я буду заканчивать это видео. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, с удовольствием на них отвечу. На этом, друзья, я заканчиваю это видео. Всем хорошего настроения, пышного, обильного цветения вашим фиалочкам. И до новых видео. Всем пока!